Здравствуйте. Сегодня мы, как и прежде, в галерее «Артефакт» и беседуем с художником Еленой Артамоновой. Елена, вы сегодня предложили поговорить о скульптуре. Почему о скульптуре? Я предложила, потому что в этой галерее выставлены работы моего мужа, на мой взгляд, замечательные работы замечательного скульптора, который, к сожалению, какое-то время довольно давно уже погиб, поэтому работ больше не будет. Остались те, которые есть, но те, которые есть, мне очень нравятся. И теперь, поскольку его уже нет, а у него сын тоже скульптор, ну вот мы занимаемся скульптурой, выставляем работы его отца, также пытаемся их копировать, тиражировать в какой-то степени, потому что тиражировать их невозможно. Ну, насколько я знаю, он был монументалист. Нет, монументалист, по большому счету, был его отец. Он сделал огромные памятники, много по всему Советскому Союзу, он был заслуженный художник. Но самый красивый памятник сейчас в Тирасполе – это памятник Суворову гигантский, он даже на тираспольских деньгах. И действительно очень красивый памятник. А мой муж Леонид Артамонов, наоборот, он любил камерную скульптуру. И единственное, он участвовал в каких-то больших конкурсах памяти жертв сталинизма или на Поклонной горе, когда были конкурсы объявлены, получал какие-то премии за участие, но реализовать его вещи не удалось. Поэтому гораздо проще. Мы уже работали в то время, когда монументальная скульптура, Советский Союз закончился, и не было госзаказов такого размера. Поэтому камерная скульптура, она нужна всегда, и она вечна. Вот камерная скульптура, очевидно, требует своего специфического заказчика. Камерная скульптура, я думаю, что, я знаю, что она делается всегда художником самому для себя. В этом ее отличие от заказной большой монументальной скульптуры. Он делает для себя, а после этого кто-то приходит, ему эта вещь нравится, он ее покупает или не покупает, или заказывает что-то похожее, но художник делает всегда это сам. Но поскольку я художник по интерьеру, мы достаточно много делали по моим эскизам работы, рельефы какие-то, решетки, камины, какие-то декоративные вещи в интерьеры. Это тоже у меня муж с успехом делал. То, что я не знаю, может, у меня немножечко такое обывательское представление о скульптуре, но скульпторы же очень разные. То есть кто-то занимается литьем, кто-то занимается, ваятели, да, как их называли, там что-то высекали из камня там, или там мрамора, да. Есть скульпторы, которые вообще делают кукол, да, то есть даже есть, по-моему, какой-то, по-моему, палангеология. Это, значит, коллекционирование кукол. Да. И эти люди абсолютно все разные, да, то есть я с некоторыми сталкивался. Это какие-то разные касты, или они, в принципе, все Мы же как-то все похожи? проходили классическое обучение. Он учился в Суриковском. Там классическое обучение, когда начинается рисунок, классическая скульптура, портрет, фигура. А дальше художник выбирает то, что ему ближе. Какой материал ближе. Кого-то тянет, энергетика тянет на что-то огромное. Кому-то проще и ближе мелкая пластика, которая вот мелкими руками делается. А дальше бронза или камень, это закладывается уже на момент творчества, на момент начала творчества, потому что уже сразу понятно, в каком материале будет в окончательном виде это произведение, потому что одно дело, она делается под литье, бронзу или какие-то другие виды металла, либо она делается под мрамор, и как Микеланджело ходит и оглаживает его лайковой перчаткой. Но, конечно, сейчас, как Микеланджело, когда от и до делается скульптура, никто не работает. Поэтому, конечно, есть вспомогательные люди, вспомогательные профессии, которые формуют скульптуру, потом отливают, это литейщики, или высекают из мрамора основной, а после этого скульптор опять начинает над ней работать. То есть сначала он работает над эскизом, потом отдает его неким посторонним людям, но все время смотрит и на каждом этапе что-то изменяет. А потом в конце, когда ему отдают уже какую-то заготовку, он дальше приводит ее в окончательный вид, как он сам только видит.
Поэтому скульптуру моего мужа практически невозможно копировать, потому что у него очень много случайного и неожиданного, что в скульптуре это практически заложено в литье, она имеет сложные формы, рваные, то есть она не поддается промышленному тиражированию, скажем так. И в этом у него была, это была вынужденность в свое время, потому что способы литья были таковы, и состав бронзы он такой, что он все время разный. Он все время отличается, поэтому на выходе все время получаются разные изделия, разного цвета, разные какие-то фактуры выступают. И он это учитывал и использовал, и поэтому дальше уже доводил, это там вмешивалось, технические процессы вмешивались в процесс творчества, и это очень здорово было. Художники в любой момент могут что-то там подрисовать, да? То есть известный факт, когда Третьяков там дал команду, да, конечно, охране галереи, что если придет там Репин с кисточками, в галерею не пускать. Да? Вот. А у скульптор тоже может доработать. Тоже может доработать. Он может провести какую-то грань, может ее отполировать, может, наоборот, ее затонировать. Много вариантов доводить скульптуру до нужного состояния, как он его видит. Где-то тонировка, где-то кислотой, где-то он полирнет грань. И она начинает играть по-новому. Поэтому, конечно, тоже почти бесконечный процесс. Если художника не остановить, скульптора, то он тоже будет бесконечно ее улучшать и изменять. А вообще, вот если скульптура, так сказать, делается в достаточно таком большом формате, скажем так, да, то есть это всегда что-то в одном экземпляре или есть как вот ограниченные издания, да, limited editions вот эти существуют? У всех по-разному. Многие скульптора в свое время организовали литейки у себя в мастерской сами для себя. Но это довольно сложно и очень много технической работы и организационной работы. У меня муж никогда не хотел этого делать, поэтому у него каждая скульптура, она единственная. Даже если, потому что форма, она не дает возможности отливать многократно, потому что он очень часто отливал по земле. И я говорила, что состав бронзы все время другой, ее все время перемешивают, и она все время разного состава, потому что там какие-то химические элементы в разных... Они покупают болванки, литейщики, и они всегда разные, этой бронзы. Вот. Поэтому он не ставил своей целью делать серию никогда. Он всегда ее видоизменял, потому что следующая скульптура, даже такая же, даже по такой же модели, она все равно была по-другому тонирована, потому что прошло время, ему хотелось что-то другое в ней выявить. Вот, но это он так работал. Есть возможность, конечно, какие-то вещи с менее хаотичными вкраплениями тиражировать. Но его это просто никогда не интересовало, он этим не занимался. Ему было интереснее сделать одну, чем 10.